Новость. Авторитетная организация ОБСЕ, нейтральная, имеет отношение к передаче разведданных украинской стороне и корректировке огня по объектам ДНР и колоннам Российской Федерации. Судом не доказано, но открывается очень неприятное обстоятельство. Вот номер от этого прицепа. Здесь стоял сервер, который принимал всю информацию для передачи. Ведь такие стояли вдоль всей линии боевого соприкосновения. То есть все было под контролем. Куда уходили? Камера была прикреплена вот на этой вышке. Камера видеонаблюдения. Мы привыкли, что они вот такого размера. А на самом деле она была вот 200-кратное увеличение. И направлена она была на Саханку. Это населенный пункт, который контролировали силы ДНР. И рядом пост Авалан. Все было видно. И как заезжали колонны на Саханку, как выходили, привозили провизию, боеприпасы, раненых. И все эти данные передавались украинским военным и украинским артиллеристам. Когда отсюда выбивали нацбаты, то они пытались уничтожить эту камеру, ну, понимая, что данные-то они с нее получали. Вот видите, раз, два, три. Вот, то есть пытались расстрелять, но она осталась цела. И ребята из ДНР ее сняли и предоставили в спецслужбы республики. И вот из камеры наблюдения были изъяты вот эти вот флешки, на которых была обнаружена видеоинформация. Вот посмотрим. Одну из них. Так. Обратите внимание, вот идентификация. Видите, как изображены номера. Вот время идет. Вот сейчас смотрите. Мы увидим на экране обстрел. Это последние позиции, занятые войсками ДНР. Вот видите? Вот взрывы пошли. Это все то, что касается информации, найденной на флешках на камере видеонаблюдения. Там, в Безыменном. Фронт продвигался к Мариуполю, и через короткое время в 60 километрах отсюда на позициях украинских войск, отбитых военными из ДНР, был обнаружен компьютер. И вот он. Данные в нем идентификационно были очень похожи на те, которые получала именно вот эта вот видеокамера, принадлежащая ОБСЕ. То есть данные ОБСЕ у украинских военных. И вот вам компьютер, который был найден на позициях украинских военных. Точно такие же, идентичные ролики, идентичная видеоинформация. Вот смотрите, пожалуйста, сейчас я вам покажу. Смотрите, перемещаются люди, то есть осуществляется наблюдение за объектами. Вы видите, как камера реагирует, поворачивается. Мало того, оказывается, что все это интегрировано в определенную систему управления. Вот смотрите. Калибри — это название камеры. Вот так оператор отслеживает все то, что происходит здесь, на картинке, и точно так же все отображается на карте. Здесь приборы, по которым оператор может двигать изображение. А вот теперь смотрите, получается, что у нас эта картинка может быть не одна, то есть сразу несколько камер контролируется оператором. И здесь же, вот видите эти лучи, которые двигаются, я покажу подробнее, они осуществляют наведение
на цель. И вся эта информация от ОБСЕ переходит украинским военным. Так получается. И вот вам продолжение истории. В населенном пункте Марьинка, недалеко от Донецка, где идут боевые действия, на позициях украинских военных находят вот этот телефон, принадлежащий офицеру ВСУ. Заходим в медиагруппу и видим различные ролики, видео записаны. Так вот, смотрите, что записано с экрана подобного компьютера. Вот такие вот. Идет управление огнем, то есть корректировка работы артиллерии на основании тех данных, которые были получены с идентичных роликов, которые были записаны и сохранены на камеру ОБСЕ. Вот видите? Это снимает с компьютера. Вот управление огнем. Что я хочу сказать? Это не телефон какого-то командира дивизии или секретного агента. Нет, данные идентичные камерам ОБСЕ спускаются до воюющего командира взвода. Командира взвода батальона Харьков-1, нацисты. Кто этот человек? Нормально. Прям в колонну засверлили. Бля, сейчас бы танчик будет. Молодець. Прям в колонну. Вон димить уже щось. Скорректировали, прям в колонну. Крайній танчик. Бля, сейчас бы танчика буде. Вони середину, щоб оті раз, два, три. Нет, правильно делать, надо, чтобы Отрезать. отрезала сеточку. Начальник райотдела бегал в штаб уже, ну, только я так понимаю, который в Кураху. Я не знаю, вы что, совместно. Там уже пехота стояла, охуенно ее снял. Та вона, сука, одійшла, вон, бачиш. Пехота вот вся. Да, бля. Ну что, ця дорога? За цю дорогу? Да. Алло, Артем Витальевич, общаюсь с людьми. Приглашают меня в штаб, который здесь в Красногоровке. Есть мне смысл туда бежать? Или вы уже там что-то сообщали по поводу Александровки, Трудовских, Петровки и этой информации, что колонна пиздячего этого Каргила? Танчик крайній, да? Граница, я смогу. Первому орудию выстрел 10 секунд, второе выстрел. Принял. Я границу плюс. Оце цим людинка це заглох, да, пізда йому. Об'їжджає, бачиш? И вот этот заглох. Времени мало осталось. Как Павловец, но Зеленский, за которого ты показывал, правильно? Система видеонаблюдения полностью была подчинена Киеву. И данные с камер с линии контакта уходили только на Киев сразу. Там была своя команда, которая занималась анализом этих данных и потом выдавала уже результат, который в основном выглядел как отчет об обстрелах, которые камеры фиксировали. ОБСЕ уже давно обвиняют в ведении разведдеятельности. Ну, это все было не доказано, но вот теперь найдены телефон, компьютер, камера, флешки с имеющейся на ней информацией, приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному делу, которое возбуждено в республике по поводу обстрелов ДНР. Сейчас эта карта уже не имеет никакого стратегического значения, потому что позиции народной милиции Луганской Народной Республики, которые здесь обозначены, датированы 1 марта, хотя все разделено даже на зоны ответственности отдельных подразделений и батальонов. И всего 1,5 месяца назад это было очень важными разведданными.
Это не просто разведданные, это хорошо иллюстрированные, распечатанные на дорогой бумаге разведданные. Целый буклет с указанием военной техники, состоящей на вооружении Луганской Народной Республики. Отдельно отмечены ее слабые места. 130 страниц важной информации, которая попадала в руки противника.